Приветствую вас на моем канале. Я небольшой любитель и знаток азиатской кухни, но есть ряд блюд, которые я люблю и готовлю. И начну я, наверное, с самого трудоемкого. Это рамен. И хотя суп-рамен, как практически вся японская кухня родом из Китая, все-таки популярность он приобрел в Японии. И означает ра – растягивать, мен – лапша, растянутая лапша. Кстати, то же самое, что лагман. Лагман – растянутая лапша. Так что это практически одно и то же. По-китайски рамен – ламьянь, ну а по-корейски – рамен. Ну и понятно, что суп-рамен готовят не только в Японии и в Китае, но и в Корее, и в других азиатских странах. Поэтому вариантов рецептов великое множество. Я покажу вам основные принципы и компоненты рамена на наиболее популярном, с моей точки зрения, рамене на основе свиного бульона. Во всяком случае, именно такой рамен готовят и в Японии, и в Корее, и в Китае. Я бы не сказал, что процесс приготовления рамена очень сложный. Скорее всего, трудоемкий и содержит в себе большое количество этапов. Поэтому этот ролик я разбил на кусочки, где в каждом из них я расскажу про отдельный ингредиент. Для вашего удобства. Поехали. Итак, для своего рамена я приготовлю бульон, лапшу, таре – это соус на основе соевого, который добавляется в бульон как заправка. И отсюда, кстати, и соус терияки. Свинина часю. Кстати, если вы не любите свинину, то вы можете по тому же самому рецепту сделать, например, куриную грудку. Маринованные яйца, не помню, как они называются. Наруто маки, традиционный для рамена рыбный рулет, похожий на наши крабовые палочки. И ароматное луковое масло, и у нас получится жареный лук, которым мы все посыпем сверху. Пожалуй, этого будет достаточно. Понятно, что существует огромное количество наполнителей для рамена. Это фасоль, грибы, тефтели, бамбук. Рамен – это конструктор с бесконечным количеством вариаций. Я не буду рассказывать обо всех ингредиентах, покажу только самые важные, специфические, без которых рамен не рамен. Ну а купить их можно практически в любом китайском или японском магазине. Ну а если у вас такого нет, то в интернет-магазине в любой стране все это доступно для заказов. Соевый соус. Не берите самый дешевый, лучше в стеклянных бутылочках. И самое главное, что в составе соевого соуса должно быть всего 4 ингредиента: вода, соевые бобы, пшеница и соль. Мирин – очень сладкое японское или китайское рисовое вино. Купить его у нас в виде вина практически невозможно, но продается соус мирин, что вполне подойдет. Знаменитое японское саке. Почему-то его называют японской водкой, хотя на самом деле к водке он никакого отношения не имеет. Делают его путем пастеризации, а не дистилляции, и максимальная крепость где-то 15 градусов. Грибы шиитаке, обычные китайские грибы, лучше всего брать сушеные, они более ароматные. Как наши белые, в сушеном виде они значительно вкуснее. Водоросль комбо. Вид ламинарии, традиционная японская водоросль. Здесь же нори. Ну, нори мы все знаем. Это вид красных водорослей, тоже очень популярный в Японии, особенно для суши. И очень важная составляющая для рамена – это кацабуси, сушено-копченая стружка тунца. Начну с самого важного, с бульона для моего супа рамен. Существует огромное количество вариантов приготовления этого бульона. Это может быть рыбный бульон, это может быть мясной бульон, куриный с добавлением мисо-пасты. В общем, такое же бесконечное разнообразие, как и самих раменов. Я бы грубо разделил эти бульоны на два основных типа. На светлые бульоны и мутные. Мутный бульон готовится на большом огне, при сильном кипении, и жир от продукта начинает эмульгировать. От этого бульон становится мутный. И более того, остатки вот этого мяса, которое варится в бульоне, его еще протирают, и получается такая кашеобразная смесь. Ну, кому что нравится. Я буду делать светлый бульон, потому что я его больше люблю. Я бы свой бульон назвал бы классическим, если так можно вообще говорить про бульоны для супа рамен. То есть это бульон на базе свинины и курицы. 2 килограмма свиных костей, килограмм куриных запчастей, лук-порей, 2 головки чеснока, кусочек имбиря, морковка, примерно грамм 20 комбо, горсть сушеных шиитаке и соль. У меня вот такая вот 5-литровая кастрюля, это получится где-то порядка 3 литров бульона.
И прежде всего, так как я буду делать бульон светлый, нам мясо нужно отмочить, чтобы вышла вся кровь. Поэтому мы пересыпаем его в кастрюльку, заливаем водой и оставляем где-то на час. Через час кости хорошо промываем. В кастрюлю заливаем холодной водой, так чтобы она полностью покрывала кости. Доводим до кипения, снимаем первую пену и бланшируем на сильном огне около 10 минут. Сливаем и хорошо промываем кости. Все это нам необходимо для получения прозрачного бульона. А кастрюлю, конечно, тоже надо сполоснуть. На дно кастрюли кладем комбу и шиитаки, чтобы они не всплывали. Обратно наши кости. И заливаем водой. Головки чеснока пополам не чистим. Морковь. Имбирь. Порей нужно обязательно промывать, внутри может оказаться земля. Маленький огонь и оставляем томиться минимум 6 часов. Воду ни в коем случае подливать не нужно, часть воды выкипит, у нас останется как раз 3 литра бульона. «400 грамм пшеничной муки, 160 миллилитров воды, 4 грамма соли и 4 грамма консуль». Важнейший компонент для приготовления лапши для супа рамен – это консуй. Консуй родом из Монголии и буквально означает соленая вода. На самом деле это никакая не соленая, а это очень сильная щелочь. И представляет собой смесь карбоната калия с карбонатом натрия. Именно сильная щелочь влияет на растягивание лапши и на ее срок хранения, что тоже немаловажно. Купить порошок консуй у нас практически невозможно, а если он и продается, то в огромных мешках по минимум килограмму. А нам нужно всего 4 грамма. Но есть лайфхак, и для этого нужно вспомнить курс школьной химии. И оказывается, очень просто приготовить консуй из обычной пищевой соды. Я вам сейчас это покажу. Высыпаем пищевую соду, напоминаю, это бикарбонат натрия, на бумажку для выпечки. И теперь ее нужно нагреть. При нагревании соды выше 60 градусов она разлагается на карбонат натрия, воду и углекислый газ. Именно карбонат натрия нам и нужен. Отправляю в духовку на 160 градусов где-то на час. И чтобы удостовериться, проведу эксперимент. В 2 емкости растворю одинаковое количество соды и того, что у нас получилось. Замеряем уровень pH, то есть щелочность раствора. Видите, наш порошок имеет уровень pH где-то 13-14, а сода всего 8. Нам для лапши нужно именно 13. Смешиваем в миске все сухие ингредиенты. Вы можете соль и консуй растворить в воде, значения это не имеет. Добавляем воду и хорошо замешиваем тесто. Я все делаю руками, а вы можете воспользоваться кухонным комбайном. Ну вот, у вас должно получиться вот такое вот плотное рассыпчатое тесто. Пищевую пленку перекладываем тесто. Выверну. Можно его даже скалкой раскатать. И оставляю тесто отдыхать где-то минут на 30-40. Тесто отлежалось, стало значительно мягче, но все равно без машинки вы его не раскатаете, поэтому вручную даже не пытайтесь. Порционные части, которые мы будем прокатывать. Чуть подкатаю. Ставлю машинку на 0, то есть на самое большое отверстие. Не страшно, если с первого раза оно будет разваливаться, это нормально. Нам таких операций нужно будет провести штук 5-6, а может и больше.
на единицу, пару раз прокатываем и так последовательно до 5. Так как у меня фильера для спагетти толщиной 2 мм, то, соответственно, я буду делать пласты тоже 2 мм, чтобы у нас получилась квадратная лапша, как положено. Так, складываем и еще раз пропускаем. Ну вот видите, получились идеальные листы для лапши. Теперь я ее нарежу при помощи машинки для спагетти. К сожалению, у меня другой нету. Но на самом деле лапша для рамена может быть любая. От самой тонкой до толстой. Кто как любит. У меня будет тонкая, потому что у меня фильера такая. Подсыплю доску крахмалом. В данном случае мы используем не муку, а крахмал. Ну, так положено. И сейчас я листы обрежу, чтобы лапша была аккуратной формы. В принципе, здесь крахмал не нужен, потому что это тесто практически не прилипает. То есть не прилипает от слова совсем. И обрезки можно обратно прокатать. Ну вот, отлично у меня получилась лапша. Ее можно хранить в холодильнике, в закрытой коробочке 3-4 дня или заморозить навсегда. Я ее присыплю немножко на всякий случай крахмалом, хотя она не липнет. Ну, пусть будет. Под пленку ее и в холодильник. мл соевого соуса, 80 мл мирина, 7 грамм комбу, 3 сушеных шиитаке, 10 грамм кацуабуси и кусочек имбиря. Соевый соус, мирин, нарезаю имбирь, шиитаке, наломаю комбо и кацуабуси. Все в кастрюлю. И оставляю настаиваться на 3-4 часа. На маленький огонь доводим до кипения, провариваем буквально 1-2 минуты и отфильтровываем через сито. Готово. 600 грамм свиной грудинки с кожей или без, на ваш вкус. Кусочек имбиря 5 сантиметров. 1 порей. 3 зубчика чеснока. 100 мл саке. 50 грамм тростникового сахара. 150 мл соевого соуса. 100 мл мирина. Растительное масло и 250 мл воды. Зачищаем свинину от лишнего жира и пленок. Если вы любите кожу, то оставьте ее. У меня кусок не идеальной формы, обрежу его, чтобы получился ровный прямоугольник. Сворачивая мясо в рулет, солить не нужно. И перевязываем шпагатом с шагом примерно 5 сантиметров. Нарезаю имбирь. Чеснок раздавлю. И лук-порей. Сотейник с толстым дном на средний огонь. Растительное масло. Обжариваем со всех сторон до румяной корочки. Достаем свинину и сливаем лишний жир.
Дегласируем при жарке саке. Добавляем мирин, соевый соус, сахар, воду и лук, чеснок и имбирь. Я не выдержал и положил острый перчик. Люблю острое. 30-40 минут на маленьком огне, периодически поворачивая и поливая соусом. Достаем и перекладываем в зип-пакет вместе с соусом-маринадом. Плотно закрываем и отправляем в холодильник мариноваться минимум на 6 часов, а лучше на ночь. Достаем, режем, наслаждаемся или кладем в рамен. Четыре куриных яйца, 200 мл соевого соуса, 100 мл мирина, 100 мл саке и 50 мл рисового уксуса. Отвариваем яйца в зависимости от размера 6-6,5 минут. Желток должен остаться полужидким. В ледяную воду. У меня льда нет, но зато вокруг полно снега. Соевый соус, мирин, саке, рисовый уксус. И постарайтесь сделать так, чтобы яйца были полностью покрыты маринадом, иначе на них останутся белые пятна, а это не очень презентабельно. Я накрою салфеткой. Можно использовать полиэтиленовый пакет. И отправляем в холодильник мариноваться минимум на 6 часов, а лучше на ночь. «450 грамм филе белой морской рыбы, 20 мл мирина, 10 мл саке, 1 столовая ложка крахмала, половина чайной ложки соли, 1 яичный белок и красный краситель. Рыбу очищаем от костей и кожи и перекладываем в блендер. Добавляем мирин, саке, яичный белок, пробиваем в однородную пасту, крахмал и соль. Перекладываем полученную смесь в две мисочки, 2/3 в одну и 1/3 в другую. Слово «Наруто» происходит от названия пролива Наруто, у берегов которого волны образуют вихревой узор, как у Наруто Маки. В мисочку с 1/3 фарша добавляем красный краситель. А вот почему он розовый, это только японцы понимают. Ну а для тех из вас, кто знаком с японским аниме, да, главный герой Наруто назван в честь этих водоворотов. Распределяем белую смесь по пищевой пленке толщиной где-то 4 мм. Наруто Маки являются разновидностью камабоку, рулета из рыбного фарша, приготовленного на пару. Ну а крабовый камабоку нам хорошо известен как крабовые палочки. С небольшим отличием в том, что в наших крабовых палочках нет никаких крабов. Сверху наносим тонкий слой красной смеси, таким образом, чтобы с двух сторон оставалось минимум по 1 сантиметру. Плотно закручиваем рулон. Заворачиваю в бамбуковый коврик
И обязательно прокалите пленку с двух сторон, чтобы жидкость могла выходить и рулет не взорвался. Вообще Наруто Маки имеет форму звездочки, но для этого нужна специальная форма. У меня такой нет. И отправляю на водяную баню минут на 20-30. Можно сварить в воде. У меня вместо спирали получилась запятая, но пусть это будет мое видение. Вкусно. По консистенции похоже на крабовые палочки, но значительно вкуснее. «180 мл растительного масла, 1 большая луковица, 1 большой зубчик чеснока и горсть кацуабуси. Режем лук мелким кубиком. Можно взять зеленый лук или лук-порей. Мелко чеснок. Масло в кастрюльку. На очень маленький огонь. Кацуабуси, напоминаю, это стружка тунца. Лук и чеснок. И томим на маленьком огне до хорошего золотистого цвета. Процеживаем и готово. Все у меня готово, можно подавать рамен, но сначала нужно сварить лапшу. Она варится быстро, буквально 1 минуту. Начнем с таре. Положу где-то, ну кто как любит, я положу где-то 3 ложки. Теперь бульон. Я его не процеживал, но, конечно, лучше его процедить. У меня все с пылу с жару. Так как я собираюсь кормить своего мальчика-студента, нужно много. Теперь лапша. Я думаю, так вот будет достаточно. Если она не доварилась, то в бульоне она как раз доварится. Палками я не очень умею, поэтому буду класть руками. Наша свинина чисю. Она в супе согреется. Мои Наруто Маки несколько дней пролежали, и вот эта вот спиралька почему-то превратилась вот в такую вот красную точку. Но на вкус это никак не влияет. Красиво положим. Так, теперь яйца. Взял 3. Уж очень они вкусные. Зеленый лук. Теперь полью ароматным маслом. Многие добавляют ароматное масло сразу, но мне нравится как раз поливать. Даже пару ложек. Так. И последний штрих – жареный лук. И я еще совершенно забыл про нори. Для дегустации рамена я пригласил своего сына-студента, который большой специалист по всяким доширакам, азиатским фастфудам. Я думаю, что он даст мне честное заключение. Дань. Да волнительно довольно. Попробуй. Волнительно, я понимаю. Мне самому волнительно. А как мне правильно есть? То есть мне нужно вначале... Смотри. Значит, ты берешь вот эту вот мисоложку, да, кладешь туда лапшу, кладешь то, что тебе нравится, зачерпываешь бульон. Так, я понял. И отправляешь в рот. Ну, как доширак. Как вы доширак едите, ваш? Сухим. Да, его именно так поглощают. Странно. Мне очень нравится, что он такой маслянистый,
И Свинку попробуй. Это свинина чищу, он как будто японская. очень нежный. Вот это что такое? Где? Вот эта часть. Вот эта. Это, когда я делал масло, я обжарил лук со стружкой тунца, это такая японская история, и чесноком. И я решил его немножко насыпать. Мне кажется, он вкусный получается. Мне очень нравится, только мне кажется, что слишком много бульона, потому что обычно рамен наливают чуть-чуть бульона, и он там... Ну, у нас же богатый рамен. Не, ну я бы, наверное, предпочел это дошираку. Да? Да. Дети не врут. Если вам понравилось, а ему понравилось, подписывайтесь на мой канал и до следующего рецепта. Спасибо, Дань. Приходи ко мне на кухню. Я возьму, да, можно? Да, бери.